Беспроводные наушники от компании, которая не раз удивляла меня своей продукцией. Данные наушники имеют гибридное активное шумоподавление и режим прозрачности, физические кнопки для удобного управления, возможность регулировать громкость прямо с наушников, технологию шумоподавления с 4 микрофонами на базе AI для четких разговоров, удобное предложение с большим количеством готовых пресетов и даже кастомные в наличии. Отличное время автономной работы — это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Live P3i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, как всегда расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, после того, как это дело пролежало у меня, наверное, месяца полтора, как я их купил, но люди требовали огня, это Anker P3i. Притом на Анкера на все я делаю обзоры и даже стараюсь покупать либо что-то оверпрайснутое это был Anker Q45, либо что-то старенькое. Anker Q10, я так понимаю, это новая реинкарнация, у меня уже на руках, я их уже тестирую, они меня радуют в первую очередь тем, что они без всяких блямб. Как это дело все нам преподносится? Разумеется, нам обещают отличные звонки, разумеется, 36 часов автономности вместе с боксом, 9 часов прослушивания музыки на одном заряде. Ой, люшки, ну проверим. Кастомное звучание, это мы можем в программе, я так подозреваю, по их мнению, все менять. Смотрите, я думаю, вы видите вот эту вот выемку маленькую. И дальше достаем наушники, все это дело снимаем. Синдром Samsung, к сожалению, синдром цыган здесь есть. Что это значит? Это значит, что у них глянцевые ножки, к которым вы уже, наверное, привыкли. Выглядит все это намного лучше, чем это стоит. Я приобрел их очень дешево, я вам скажу. 2 пары сменных амбушюр и документация. Как я помню, Анкера все время на русском языке нам тоже что-то преподносит. Если с этим делом работает программа, это супер. Не работает, тоже не критично, потому что инструкция у Анкера, к сожалению, рвется, но она всегда максимально информативна. Нет, все, если есть программа, все остальное, цвет, блеск, красота, при любом раскладе вы будете знать о железке все. Здесь рассказано, каким образом соединять, каким образом обновлять. Если интересно, металлическая сетка стандартная для них, такая фигурная. И вес этого дела сейчас мы проверим. Сначала бокса 41 грамм. Очень скользкий, сразу минус. И потом наушников по 5 граммов. Из ушей это дело не выпадает, по моим ощущениям. Для меня эти амбушюры стандартные. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мибендов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Помимо этого, еще напомнить я обязан, что iPhone 14 разыгрывается, OnePlus Nord N20 SE, Poco M5s и еще и текновский телефон. Все условия в описании. По ушам. В продаже есть 2 расцветки. Это черный и молочно-белый с золотистыми вставками. Дизайн бокса лично мне не особо понравился, но он и неплохой, я бы сказал, стандартный. Изготовлен бокс из матового пластика, материалы не марки, но потертости на нем появляются моментально. Вдобавок бокс скользкий. Сборка, как и качество материалов, на свою стоимость. Габариты 64 на 48 на 40 мм. В кармане он слегка мешается, так как в размерах он не маленький. На корпусе расположили LED-индикаторы, логотип, глянцевую окантовку, выступ для удобного открытия крышки и разъем USB Type-C с кнопкой для сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый и крышка в открытом состоянии не фиксируется, что минус. Люфт присутствует только в закрытом состоянии крышки. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Далее, внутри расположили 2 глянцевых места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом, краткую информацию мелким шрифтом и маркировку left и right. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть, то нужно будет приложить немного усилий, но у вас это получится. Извлекать наушники из бокса удобно, несмотря на крышку, которая не имеет фиксации. Ее
Емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 1 час 20 минут. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим к ушам. Изготовлены наушники из глянцевого и матового пластика, а также имеется зеркальная вставка на внешней стороне ножек. Дизайн наушников привлекательный, смотрятся они неплохо. Габариты небольшие, 30 на 19 на 21 мм. Звуковод круглой формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр, что стандартно для саундкора. Его габариты 5,7 на 2,2 мм. Сборка данной пары неплохая, посадка плотная, из ушей выпирают наушники не сильно, но заметно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не обнаружил, и уши не устают. При занятии спортом из ушей не выпадают, что хорошо. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, по 2 микрофона на каждом наушнике, название производителя, логотип, маркировка и физические кнопки, за что спасибо. Не люблю я сенсоры. Из нажатия на борту плей-паузы, переключение треков, вызова голосового помощника, ответ-сброс вызова, переключение между режимами. Одиночное нажатие на борту, но хорошо, что его можно выключить в приложении. Настроить полноценное нажатие возможности нет, так как придется выбирать, какие команды оставить, а какие отключить. Но хорошо, что основные команды имеются. На нажатие наушники откликаются хорошо, команды сопровождаются приятными системными звуками. Ко всему этому в приложении можно включить звуковые подсказки. Но, как по мне, это бесполезная функция. Далее оснащены наушники 10-мм динамическими драйверами, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, сопротивление 16 Ом. Гибридное активное шумоподавление на борту, работает оно хорошо и корректно, но напрягает слегка негромкий шум, который слышно в наушниках, если не включать музыку. С ANC активным шумообдавом, с включенной музыкой на 60% громкости, шум на улице рядом с дорогой глушит наушники хорошо, но громкий шум метро и так далее он заглушить не в состоянии. Режим прозрачности также на борту, разговаривать с собеседником, не снимая наушники, удобно, раздражающих звуков я не обнаружил, как это бывает в некоторых наушниках. В целом, что ANC, что режим прозрачность реализованы в данной модели хорошо. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. ANC режим прозрачности с одним наушником не работают. Это всем, кто планировал одно ухо носить, а второе не использовать по разным причинам. Автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством после открытия крышки бокса. Мультипоинта датчиков автопаузы не завезли, как и анимации. Далее емкость аккумуляторов наушников не указана. Полный цикл зарядки 55 минут. Отыграли они по кодеку AAC без активного шумодава со стоковым эквалайзером 6 часов 48 минут. С боксом данная пара может прослужить до 34-35 часов. 10 минут подзарядки бокса, далее 1 час 37 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Время автономной работы отличное, но с заявленными 9 часами мой результат разнится. Далее водонепроницаемость есть только у ушей, рейтинг IPX5. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд. По итогу функционал не пострадал. Но вам я не советую подобным образом заниматься, так как класс защиты, именно такой, защищает максимум от мелкого дождика или пота, но точно не от погружения. Далее, для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Soundcore. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников не в процентах, что фейл, и заряд бокса не отображается, что тоже очень плохо. Далее есть регулировка шумоподавления и режима прозрачности, стандартно 22 готовых эквалайзера, включение-выключение функции Bass Up, а также кастомный эквалайзер, на который наушники откликаются отлично. Следующее идет настройка нажатий, и во вкладке настройки можно обновить прошивку. Мне, к слову, обновление уже прилетало. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 не последний, из кодеков на борту SBC и AAC, кодеков высокой четкости нет. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка заметна, примеры вы сейчас увидите на экране. Четыре микрофона с технологией шумоподавления на базе АИ справляются с задачей не совсем мрачно, я бы даже сказал неплохо. Перегруз присутствует, но минимальные. Микрофоны, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Anker Live 3i.
И чем они отличаются от остальных? Боксом. Видите, какой он странненький. Шучу. Вот так работают микрофоны в помещении. В помещении идеальное место для того, чтобы записывать аудио. Почему? Потому что я здесь провожу распаковки. Построено здесь все так, со звуковыми панелями, чтобы вы слышали меня идеально. Вот насколько хорошо вы меня слышите и какая разница между тем, как вы слышали меня на распаковке, где работал шуровский микрофон, и сейчас для вас как раз должна быть ясна, насколько хороши эти микро. Они бывают даже в таких условиях плохие. Смотрим. Звучание. В стоковом звучании запаса громкости более чем достаточно. Я лично прослушал музыку не выше, чем на 70% громкости. Звучание данной пары приятное и басхедное, но напоминаю, что в приложении есть хорошо настроенные заготовки и кастомный эквалайзер. Так что настроить под свои предпочтения звук возможности есть. Бас упругий и глубокий, средний бас в наличии, как и ощущение многослойности. Высокие звучат выразительно, середины с хорошей проработкой. Звучание сбалансированное, но если выкручивать громкость на максимум, то, разумеется, появится небольшая каша. Детальности звучанию достаточно. Инструментал, как и вокал, для данной пары не помеха, звучит все на хорошем уровне. За ту стоимость, которая на данный момент на Али, звучат Anker Soundcore Live P3 очень даже живенько и энергично. Далее, из минусов: нет датчиков автопаузы, нет мультипоинта, нет беспроводной зарядки бокса, нет анимации, задержка в играх заметна, во всяком случае в PUBG именно так, хотя играть можно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и она практически всегда волшебна для данных наушников. По мне, они свои деньги всегда стоят. На распродажах, без распродаж. Напоминаю, что любой комментарий, который вы оставите под любым из роликов, помогает проекту. Огромное вам спасибо всем, кто напишет коммент. Не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Нас там уже больше 72 тысяч человек. И телеграм-канал, в котором мы делимся фото и видео пользаграмм для новых и не только устройств, чтобы проще было выбрать, что купить. И вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, заглядывайте периодически в канал скидок. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore Live P3i – хороший выбор, если вам необходимы наушники с отличным звучанием и неплохим функционалом за небольшую цену. Конечно, хотелось бы датчики обнаружения уха, хотя бы, или мультипоинт, но нет. Несмотря на все это, как и всегда, я более чем доволен продуктом от Anker Soundcore. От меня большой плюс за физические кнопки. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!